Доброе субботнее утро из аэропорта Домодедово. Лечу в Волгоград и сегодня же вернусь обратно. Приглашаю вас присоединиться к полету. Мое путешествие началось с раннего утра, когда выбор такси в качестве транспорта был наиболее предпочтительным. Обнаружилось, что Аэроэкспресс повысил цены, делая такси экономически выгодным для небольшой группы путешественников. С запада Москвы поездка обошлась в 1480 рублей по тарифу «Комфорт». Давно не вылетал из Домодедова. Здесь все как-то изменилось. Новый терминал расширился, разделившись на зоны внутренних и международных рейсов. Выбрал из 3 авиакомпаний, летающих в Волгоград, S7, по той причине, что у меня сгорят мили, если раз в год не сделаю хотя бы один полет. Не то чтобы их много, но все равно будет неприятно, ведь они важный бонус для частого путешественника, тем более все равно по пути. Многоуровневый паркинг, который ранее при строительстве казался отелем, теперь функционирует, а яркая разметка на столбах облегчает встречу с водителем. В приложении нужно просто указать букву и номер. Холодное утро заставило поспешить в тепло терминала. Вылет рейса по расписанию был в 8:45 утра, но в 4 пришла СМС, что новое время вылета будет в 10. Лишний час поспал. На входе строгий контроль безопасности. Просили даже снимать ремни. В Шереметьево и Внуково как-то попроще с этим. А дальше огромное открытое пространство. Размерчики объекта впечатляют. До начала посадки в Волгоград было больше часа. Направился в сторону нового международного сектора посмотреть, как там. Огромное открытое пространство терминала впечатлило своими масштабами, в то время как пустота вызвала недоумение. Наверное, в светлое время еще добавляет красоты солнечный свет. Регистрационная зона с низким потолком контрастировала с предыдущим простором, создавала неуютное впечатление. На дальних стойках шла регистрация на рейс авиакомпании Emirates в Дубай. Даже есть настоящий первый класс на этих рейсах. Выставка старинных автомобилей сейчас переехала в самый дальний угол всего аэропорта, а раньше они стояли прямо около регистрации внутренних линий. Хоть у меня и был посадочный на телефоне, решил подстраховаться и распечатать на всякий случай бумажную версию. В таких зеленых мини-терминалах нужно отсканировать QR-код с телефона, несколько секунд и готово. На 2-м этаже есть популярные сети быстрого питания, и даже случайно встретил пункт выдачи товаров «Озон». Можно заказать прямо в аэропорт и получить при вылете или прилете. Фудкорт напоминал аналогичные зоны в торговых центрах, но вот ценообразование всегда остается отдельной темой. Билет был приобретен через приложение Seven за 4403 рубля с какой-то скидкой. За 600 рублей выбрал место на 5-м ряду около окна. При покупке билета авиакомпания пыталась навязать доп. Услуги на 529 рублей в виде страховки и какого-то медицинского сервиса. Большой центр обслуживания пассажиров авиакомпании оказался пустым. В зоне вылета внутренних рейсов было гораздо живее и многолюднее, чем в международной зоне. У S7 здесь свой целый островок, на котором сотрудники активно регистрировали пассажиров, выдавали посадочные и забирали багаж. С другой стороны, была специальная декорированная зона, предназначенная для пассажиров с детьми, но на ней никого не было. А рядом стояли работающие машины, где можно самому оформить багаж и наклеить на него бирку. Жаль, лечу сегодня с рюкзаком. Мне пришло сообщение от авиакомпании S7: приходите за бесплатным напитком. И список мест, где по посадочному можно его получить. Посмотрел в приложении, время вылета перенесено уже на 10:30. Это означает, что время в Волгограде у меня все меньше и меньше. Обратный вылет 17:55. Для обратного вылета выбрал авиакомпанию «Победа». Направился в чистую зону посмотреть на перрон и выпить напиток за счет авиакомпании S7. Сначала проверяют посадочный с паспортом, потом много работающих линий контроля безопасности. Здесь стоят удобные сканеры, которые позволяют быстро проходить этот этап, и мне показалось, что не так жестят, как с рамками. Большинство пассажиров предпочитает одеваться сразу же около сканеров. Раньше было так. Направо внутренние линии, налево международные. В связи с открытием нового терминала предыдущий международный теперь стал внутренним. И отсюда уже можно увидеть перрон. Не густо с утра с самолетами. На первом плане А321, который прилетел из Барнаула и готовится к вылету в Новосибирск. А вдалеке тоже А321 из Новокузнецка в Питер. Рейс в Новосибирск готовили с особенным усердием, подметая во всех, даже труднодоступных зонах. Удивился, что со шваброй работает стюардесса, а не сотрудник клининга. В переходе между зонами С и Д на 1-м этаже есть пустынная зона. Вылет моего рейса был запланирован из зоны С, но так как еще было время, прошелся в Д. Около нового международного терминала стоит 777 Emirates. Другие 2 ежедневных рейса они делают на огромных А380. Согласно списку от S7, напиток мог получить в этом баре. Официант сказала, что самое дешевое, что у них есть, это вода за 400 рублей. Просканировала мой посадочный и предложила скидку в 150 рублей на пол-литровую бутылку воды. Как-то обещанный напиток не получился.
Подумал, что, может быть, попробую в зоне С все-таки получить комплимент от авиакомпании. Эта зона чем-то похожа на торговый центр. Больше точек питания и магазинов с товарами, и уже началось чувство приближения Нового года. На перроне было много зачехленных и заснеженных А320 Neo. Вдалеке маневрировал классический 737-300 Нордстара, знакомый мне и вам по моему полету из Минеральных вод пару лет назад. Посмотрите, если не смотрели. На втором этаже пахло выпечкой и пиццей, но цены на и первое, и второе были какие-то неадекватные. В списке S7 были эти два кафе. В пельмени самая дешевая вода была 239 рублей, в крошке картошки 259 рублей. В 4 местах из списка мне предлагали прямо хорошо доплатить за бесплатный напиток. В многоуровневом терминале стало меньше коммерции, которую заменили кресла для отдыха. На любом этаже можно было разместиться и еще много розеток. Воспользовался предложением своего банка по проходу в бизнес-зал, открыл QR-код и решил зайти в зал S7. Девушка отсканировала и, на мое удивление, пропустила, напомнив, что в зале правила тишины и каждый пассажир сам следит за своим временем. Зал просторный. С утра было много свободных мест. Небольшая буфетная зона. Ее ассортимент мне показался скудным, если сравнивать, например, с Шереметьево. Неудобно наливать кипяток для чая из кофемашины. Очень информативное табло. Показывает, каким способом будет посадка. Мой рейс будет через Телетрап. Заметил, что в приложении стоит задержка до 10:30, а на табло на 10 минут раньше. В зале есть небольшая зона, как будто в центре управления полетами. Огромные окна, розетки и комфортные кресла. Взял холодную рисовую кашу и холодный омлет. Надеюсь, что горячими будут самолеты. И вот, в снежной Москве буксируют гости из Эфиопии. Этот 777-200LR прилетел из Аддис-Абебы в 7 утра. Экипаж поехал отдыхать в отель, и в 10 вечера сегодня он полетит обратным рейсом. Время в пути около 7,5 часов. Как только рулежка освободилась, появился Dreamliner Uzbekistan Airways, прилетевший из Ташкента. Собираюсь полететь этой прекрасной авиакомпанией в ближайшем будущем. Ему компанию составил 320 Neo из Якутска. Мне кажется, что нос у него как-то задран наверх. На полосу совершил посадку А321 Neo уральских авиалиний из Иркутска. Затем через рулежку проехали служебные малыши, постоянные жители и труженики аэропорта. Судя по тому, что везли водила, ехали они каждый на свое задание. Около Телетрапа на только что прилетевшем самолете несколько разных сотрудников перрона заглядывали в правый двигатель. На дальнюю стоянку зарулил А321 Сибири в необычной ливрее, полностью белый, хотя раньше он был обычно зеленый. Прочитал в интернете, что его планировали возвращать лизингодателю и покрасили в белый, но потом договорились оставить его и перекрашивать не стали, зато нанесли надпись, которую видно только на взлете. Еще проехал малыш Суперджет Ямала с медведем на хвосте, прилетевший из Надыма, а за ним пара каких-то гусениц-очистителей. На табло появилось, что рейс теперь задерживался до 10:50, а через минут 10 в тихом зале громкий голос сотрудника сказал, что посадка в Волгоград уже началась от выхода Си-14. Хотя на табло было написано, что это будет Телетрап, сказали спускаться на самый первый этаж, откуда идет посадка через автобусы. Вот и похвалил информационное табло. На посадке очередь никуда не двигалась, все чего-то ждали. Не мог представить, что самолет может задержаться на более чем 3 часа. Времени на дела катастрофически не остается, и даже были мысли, а может быть не лететь вообще. В автобус все проходят через автоматические ворота. Никто не сверяет посадочный и паспорт, как это делают в Шереметьево, например. Пик и проходишь. Если есть какие-то вопросы, рядом стоит сотрудница, которая сможет что-то сделать. На самолет выделили 2 перронных автобуса, это уже второй. Еще минут 10 собирали оставшихся пассажиров и поехали в сторону международного терминала, где около Телетрапа увидел единственный стоящий самолет Сибири. Оу, рейс будет выполняться бортом с необычной арт-ливреей. Видел его в Питере в прошлом году во время поездки в Псков и безумно рад, что сегодня полечу на нем. Ливрея была разработана в коллаборации с музеем стрит-артом и художником Иваном Симоновым как продолжение его проекта «Маленькие люди», где Иван фотографирует и создает коллажи в городском пространстве тех, кто зачастую остается за кадром. Рядом с трапом неожиданно оказался одинокий желтый чемодан. Напротив стоял А320 авиакомпании «Авиатрафик» из Кыргызстана. Самолет прилетел рейсом из Бишкека. На перроне все замерли. Куда-то помчались пожарные машины. Надеюсь, ничего не случилось, иначе мне лететь уже большого смысла не будет. Предыдущий рейс самолета был из Ашхабада. Его поставили к Телетрапу международного сектора и высадили пассажиров, а потом отсоединили. А чтобы посадить пассажиров внутри российского рейса, используют обычный трап в задней части.
Фактически информация на табло оказалась верной. Самолет действительно был у телетрапа. Необычно попадать в салон с другой стороны. Скорость посадки была очень маленькой. Все неспешно раскладывали свои вещи и ручную кладь. Мое место на 5-м ряду. Кресла были стандартной плотности, в отличие от тонких моделей, ставших распространенными у других авиакомпаний. С другой стороны, такие кресла дают очень ограниченное пространство для ног. Не давит, но впритык. И в этом самолете не было розеток. На этом борту салон полный эконом, хотя на многих других у авиакомпаний есть бизнес-класс. Детям раздали наборы, а пассажира, который сидел за мной, стюардесса персонально поздравила с днем рождения. Загрузка самолета была практически полная, но рядом со мной осталось свободное место. Команда провела инструкцию по безопасности на 2 языках. Еще обратил внимание на модные антимакасары с перфорированным логотипом авиакомпании. Это необычно. Запустили один двигатель, хотя мы еще находимся на стоянке около телетрапа. Наземный источник, от которого запускали двигатель, стоял с другой стороны. Похожий случай уже у меня был при вылете из Ушаи. Возможно, не работает вспомогательная силовая установка, а возможно, это сознательное решение авиакомпании. Самолет медленно буксировали мимо стойки, огороженной забором с направляющими для колючей проволоки. Вопрос: она нужна, чтобы из стройки не попали на перрон или с перрона на стройку? Командир воздушного судна извинился за задержку и пообещал попытаться нагнать время. Время в пути, сказал, 1:25. Начали медленно рулить в сторону взлетно-посадочной полосы. Задержка от первоначального времени вылета уже практически 3,5 часа. Планам погулять еще по Волгограду, скорее всего, не суждено сбыться. Флайт-радар показал, что перед нами еще было 4 борта на вылет. Очередь двигалась медленно, уступая дорогу как взлетающим, так и садящимся самолетам. Одним из самолетов, который мы пропускали, был А320 авиакомпании «Азал», прилетевший из Баку. Следующим взлетал 737 рейсом Стамбул. Время в полете у него будет 4,5 часа. Все было очень медленно. В очереди перед нами 737-800 Нордстара в Минеральные воды. Мы поехали на взлет сразу после него. А за нами в очереди стоял 787, который недавно же прилетел и уже вылетает обратно с новыми пассажирами в Ташкент. А на заднем плане стоит 747 авиакомпании Трансаэро, но он уже, к сожалению, никуда не полетит. У экипажа отображалась привлекательная картинка, которая обычно зарезервирована для логотипа авиакомпании. Очень долго не выключали табло «Пристегнуть ремни». Когда брал место с правой стороны, хотел, чтобы не светило солнце, так как летим на юг. А в связи с задержкой солнце-то будет с моей стороны. В авиационных телеграм-каналах перед вылетом прочитал, что S7 сокращает количество рейсов из Москвы. Уже нету рейса в Астрахани, например. В Волгоград теперь будут летать не 2 раза в день, а 1 раз в день. И Санкт-Петербург с 5 ежедневных рейсов сократится до 2. Надеюсь, что с летним расписанием все обратно вернется. Началось обслуживание. Мне казалось, что раньше давали на коротких рейсах какие-то фитнес-батончики и точно был чай. А сейчас на выбор вода с газом или без газа. Но стаканчик красивый. Кому-то раздавали заказанные заранее на сайте сэндвичи. Не мог обойти стороной и обзор туалета. Чисто, все есть и в комфортных цветах авиакомпании. На борту была внутренняя Wi-Fi система S7 Media Hub, в которой было собрано много разнообразного, но преимущественно отечественного контента. И фильмы, и сериалы, и аудиокниги, и какие-то научные статьи даже. Про наличие этой возможности никак не объявляли пассажирам. Из-за того, что табло «Застегните ремни» выключили очень поздно, начало снижения пришло как-то субъективно быстро. Выходил на связь теперь второй пилот, сказал, какие города мы пролетали и что в Волгограде сейчас +4 и идет дождь. В снижении самолет несколько раз залетал в осадки, которые делали водные струи на иллюминаторах и, скорее всего, хорошо помыли белый самолет. На посадке аэропорт появился с правой стороны и был виден терминал с 2 телетрапами.
Останавливались даже с реверсом как-то очень долго и плавно. При просмотре карты во время создания этого видео стало ясно, что пилоты могли свернуть лишь в конце полосы. Отсюда и отсутствие резкого торможения. Неспешно рулили, пересекли неработающую уже полосу. Вдруг кто-то знает, почему она не используется. На стоянке привлек внимание Як-42D, ныне несуществующей авиакомпании «Волга Авиаэкспресс», хранящейся в аэропорту аж с 2010 года. Нас поставили не по телетрап, а на автобусную стоянку. Не знаю, вообще Seven ставят или это из-за того, что рейс задержался. На посадку шел 737 авиакомпании «Победа» рейсом из Санкт-Петербурга. Дневное время какое-то самое активное для аэропорта. Как только самолет остановился, пассажиры приготовились выходить, но минут 10 ждали, пока пригласят к трапу. В иллюминатор было видно, что такая погода не приносит большого удовольствия, только если цветовая гамма сотрудника и объектов вокруг. Багажная дверь открылась с громким шумом. Звук и вибрация ощущались даже на 5-м ряду. Полет длился 1 час 20 минут. Однако приземление произошло с отставанием от расписания на 2,5 часа. В расписании время полета указано как 1:50. Погода на улице была не самая лучшая, но приятнее, чем морозная Москва. Интересный какой самолет. Ан-26 ледовой разведки и наблюдательная платформа мониторинга экологической обстановки. Как пишут в интернете, это последний научный полярный самолет в нашей стране. Интересно, что он здесь делает, а вдруг вы знаете больше? Расскажите про него. Тягач неожиданно остановился перед автобусом. На мгновение показалось, что он будет его буксировать, но затем направился к самолету. Пришел водитель, закрыл двери, переключил передачу и по не совсем ровной дороге, немного подпрыгивая, поехали к терминалу. Несмотря на наличие дверей с обеих сторон автобуса, водителю все равно пришлось выполнить разворот на 180 градусов, чтобы все повисли на поручнях перед тем, как открыть двери. До входа нужно еще немножко пройтись по улице, потому что автобус не может же подъехать ко входу, а встречающие могут наблюдать за перроном через забор. Внутри небольшая зона выдачи багажа с 2 лентами. Мне же срочно нужно было на улицу и как-то уехать в центр. С такой задержкой единственный выбор – вызвать такси. Во время выхода на площадь очень много местных таксистов, как в старые времена, предлагающих воспользоваться их услугами. Даже какие-то в жилетах люди стояли, изображали официальность. На площади бросился в глаза логотип РЖД. Оказалось, что рядом с станцией написано, что с некой периодичностью из города можно добраться на электричке за 36 минут. Что очень, конечно, удобно, но мне не подходило. Ни один аэропорт не обходится без собак. Наблюдал, как одна из них тщательно осматривала клумбу. Рейсовые автобусы отправляются каждые 20 минут и добираются до центра более чем за час. Один из них только что заехал. Вызвал такси через Яндекс. Мне нужно было успеть в 2 точки. Одна в самом центре, а до второй даже смогу потом доехать на Волгоградском метро. Стоимость поездки 677 рублей. По времени заняло около 25 минут. Обычно с интересом просматриваю мемориальные таблички на домах. Одна привлекла особое внимание. Зацепился взглядом. Здесь с 2028 по 2034 год доктор наук НИИ бытовой временологии Зелилов проводил эксперименты по перемещению во времени. Завис на несколько секунд и еще раз перечитал, вспоминая, какой сейчас год. Подозрительно, что думаете? Завершив встречу на Советской, мне нужно было успеть на север города, и для этого удачно подходило Волгоградское метро, или не метро, а скоростной трамвай. По-научному называется трамвайная система с элементами метрополитена. Вход на станцию Комсомольская похож на миниатюрную копию метрополитена. Внутри все как на большинстве типовых станций в Москве, но как будто что-то не так с размерами. Такие же точно двери, но их не 10, а всего 4. Внутри всего одно окно, а не 5, и турникетов нет. Растерялся сначала. Мне подсказали, что оплата происходит внутри трамвая. На станции Комсомольская есть даже эскалатор. Сейчас, правда, идет его ремонт. Трамваи ходят с 5-минутным интервалом. Я ожидал увидеть целый поезд. Оказалось, что всего 2 вагона совершенно обычного трамвая, которые ходят во многих городах и в формате развернутых друг от друга вагонов. Внутри каждого вагона контролер, и можно легко заплатить и наличными, и пластиковой картой. Стоимость проезда 30 рублей. В туннелях не работает сотовая связь. Одна часть станций находится под землей, вот прямо уменьшенные копии больших станций, а еще в трамвае двери на 2 стороны. Другая часть станции находится уже не в туннелях, и трамвай становится почти обычным транспортом, только едет немного быстрее за счет отделенных путей. По пути маршрута можно увидеть основные достопримечательности города. Парк, стадион и через мгновение, конечно же, Мамаев курган со скульптурой «Родина-мать». Очень хотел, но не успел в этот раз попасть к монументу. В те несколько часов, которые я провел в городе, отметил пустынную, длинную, обустроенную набережную Волги и множество уютных и привлекающих кафе. Идеально приехать еще в Волгоград весной, чтобы помимо прогулок посетить множество музеев нашей истории. Смог сделать все свои дела, пора срочно выезжать в аэропорт. До конца регистрации всего 45 минут.
онлайн зарегистрироваться не смог, а место заранее у Победы я не выбрал. У меня самый дешевый билет. Вызвал такси из центра города. 653 рубля за комфорт по Яндексу, ехать 27 минут. Из-за нескольких долгих светофоров поездка затянулась до 30 минут. По какой-то причине была проблема на въезде к терминалу. Вышел из такси и пошел пешком. Терминал был в прямой видимости. Стоимость билета на Победу составила 2999 рублей. Сверху этого больше ничего не заплатил. Купил на сайте авиакомпании за 2 дня до вылета. До конца регистрации осталось всего 10 минут. Самолет, кстати, еще не приземлился. Бегу! Рейс вылетел из Москвы с практически часовой задержкой и вряд ли обратно вылетит вовремя. Вывески с названием терминалов С и С2 привлекли внимание. Почему не использовать различные буквы для упрощения ориентации? Ну или двойку поставьте наверх С. С в квадрате. Около входа услышал слова информатора, где сказали, что в целях сохранности багажа аэропорт рекомендует его упаковать на первом этаже. Подождите, а у вас разве багаж без упаковки обрабатывается без сохранности? Для регистрации было около 5 минут, и удобно, что стойки расположены недалеко от входного контроля. Самое худшее в этом случае услышать, что мест нет и придется лететь следующим рейсом в 10 вечера. Около стойки шли дискуссии между пассажирами и сотрудниками регистрации о правилах провоза ручной клади. Постоянная история у Победы. Согласно правилам, в салон можно взять только небольшую сумку. Не всегда правила прочитывают, и вот такие бывают ситуации. Я зарегистрировался последним. Ну или предпоследним, непонятно, те ребята полетят или нет. Получил место на первом ряду, самом дорогом, на место 1Б. У тех ребят все еще продолжались жаркие дискуссии с представителем. И еще раз напомню, не приходите к концу регистрации. Так бывает не всегда, можно не улететь. Когда поднимался, пытался несколько раз прочитать, что написано на стене. А вы сможете? На втором этаже, прямо перед входом в чистую зону, есть простая столовая с адекватными ценами. Внутри чистой зоны одно большое кафе и несколько сувенирных магазинов, которые в основном продают астраханские рыбные продукты. Зашел спросить, есть ли какая-нибудь прямо волгоградская рыба. Ответили нет. Вход в бизнес-зал был неприметным и напоминал техническое помещение, что сначала сбило с толку. Внутри маленькое пространство. Комфортно будет максимум 20 пассажирам. Из меню был суп, несколько гарниров, тушеные овощи и большой выбор одного вида сосисок. Есть чай, кофе и какая-то базовая выпечка. Что-то крепкое за деньги. На посадку пригласили в момент вылета рейса по расписанию, через выход номер 3. Спросил, это тот единственный телетрап в терминале С? Ответили, что нет, будет автобус. На улице продолжал идти сильный дождь. Их посадили в автобус, который буквально проехал метров 20 и высадил перед самолетом. Почему бы не отправить пассажиров пешком, тем самым не заставляя мучиться в автобусе и стоять под дождем перед самолетом? В Москву полетит сегодня Boeing 737-800 2018 года выпуска. Новым был поставлен в Победу. Вмещает 189 пассажиров в одноклассовой компоновке. Напротив стоял суперджет России, который прилетел из Питера. У него интересная ливрея с изображением фигурки скифского оленя, совместный проект авиакомпании и Эрмитажа. На трапе удалось одним глазом заглянуть в процесс подготовки к вылету. КВС был чем-то занят. Яркость и сочность фирменного цвета авиакомпании выглядит привлекательно на белом фоне фюзеляжа. Оу, а вот и первый ряд. Плюсы. Можно далеко вытянуть ноги, и на этом плюсы заканчиваются. Место у иллюминатора менее удобно из-за сужения фюзеляжа, ограничивающего пространство для ног. Всем пассажирам первого ряда нужно убирать куда-то сумки, а наверху полки нет. А еще зимой холодно и нужно сидеть в куртке. Вот я сижу и мерзну. А когда дверь закроют, нужно куртки снять и куда-то убрать, потому что в руках по безопасности ее держать нельзя. Убирают ее куда-то на дальние ряды. И когда самолет прилетит, нужно успеть это все первым достать, что получается не всегда. Зато ноги можно далеко вытянуть. В нарушении всех правил пересел с места Б на свободное место С. Стюардесса выдала мне персональную инструкцию по безопасности для изучения и попросила воспользоваться моим столиком для демонстрации. Командир сообщил о необходимости противообледенительной обработки, которая займет дополнительные 15 минут. Вылетали с задержкой в 1:25 от планового времени вылета. Взлетали плавно, было темно и даже не заметил, как начали набор. Над входом висит табличка с бортовым номером самолета. В туалете у Победы чисто, весело и все понятно. Навигация, судя по всему, продумана на основании опыта. А, как говорится, опыт может быть разным. В первый раз такое подробное объяснение процесса вижу. Что-то из орнитологии. И сразу же ясная информация о штрафах. Во время полета у бортпроводников одна забота – разносить воду пассажирам. А пассажиры как будто только и пришли в самолет, чтобы начать вызывать бортпроводников. Жаль, у авиакомпании нет никаких продаж на борту. Старший бортпроводник Полина отвечала на вопросы, как самолеты летают, а его глаза светились восхищением и мечтой. Можно надеяться, что этот момент заложит начало его собственного пути к кабине пилота. В Победе тоже новые антимакасары, не хуже, чем у U7.
Для первого ряда они другого цвета. Командир объявил, что самолет начал снижение и через 55 минут совершит посадку в Шереметьево. Обычно посадка бывает в течение получаса от начала снижения, а здесь получается как-то долго. Трек полета, к сожалению, не записался на флайт-радаре. Когда самолет остановился, мой рюкзак с 5-го ряда передавали как деньги в маршрутке, на руках. Таким образом, первый ряд слева не всегда оказывается удачным выбором. Мне он достался бесплатный, но за деньги точно не возьму в зимний период. Некоторые пассажиры готовы были перепрыгнуть через стюардессу, чтобы выйти быстрее из самолета. Сначала установили трап, постучали в дверь, открыли дверь и ждали, пока автобус подъедет и откроет двери. Когда все было готово, самый нетерпеливый пассажир поспешил спуститься, достал сигарету и закурил. К нему сразу же подбежали и попросили потушить. У выхода из самолета заметил пассажиров, ранее споривших о размерах ручной клади. Рад, что у них получилось прилететь. Всегда читайте правила, у Победы они особенные. Приехали одновременно 2 автобуса, в терминале было открыто всего 2 двери. Почему бы как-то не сделать это удобнее? Весь день на такси и домой решил поехать на такси. В Шереметьево у Яндекса теперь разделение на класс такси и линии около терминала. Чем дальше, тем дешевле. Вызвал Комфорт Плюс, на запад Москвы получилось 2577 рублей. Почти как билет на самолет. Так дорого из-за высокого спроса. На 2-м этаже заметил 2-этажный Аэроэкспресс. На МКАДе не было пробок, ехали быстро, и водитель такси смотрел шортсы на ютубе. Возможно, мои видео тоже увидит. На этом видео закончилось. Надеюсь, вам оно понравилось. Хочу напомнить, что лучше не опаздывать на регистрацию. Вот этот рычаг, спойлеры. Это спойлеры. Много приборов объединены вот здесь. Раньше были аналоги.